Любовь моя, прости, Элизабет. Это вы на тест? Как раз вовремя я пойду подготовлю судно. Опять какого-то фрика прислали. От прошлого еще полы не отмыли. О, Никола, и ты здесь? Эдисон? Здесь меня называют Дмитрий, и тебе советую называться попроще. Извините, не узнал, как вас зовут. Никола Всеволод. Будь проще. Ну, можно просто Сева. А вы тоже с нами? Нет, я испытаю другое транспортное средство. Мы посмотрим, кто из нас быстрее доберется до пункта назначения. Мы с Севой любим соревнования. Ну что ж, прошу. Автомобиль русский, но, что странно, ни одного китайского иероглифа на нем не видно. С момента посадки в машину Эволют буквально сносит крышу. Да, мы очень хотим, чтобы отечественные производители развивались, и поэтому постараемся отнестись к машине максимально беспристрастно. Но, черт возьми, почему в электромобиле механические настройки сидения? Попробуем завести двигатель, ведь у нас все-таки идет соревнование. Ой, вы смотрите мое видео, но, кажется, не подписаны? И что, лайк не поставили? Вам не стыдно? Мне было бы стыдно. Подписывайтесь скорее, ставьте лайк, жмите колокольчик. Это не трудно, а нам очень поможет. Ждите новых видео. Приятного просмотра. Действительно, электромобиль. Звуков мотора я не слышу. Попробуем воспользоваться навигацией. Яндекс показывает, что ехать нам всего 12 минут. И 6 километров. Почти полный заряд аккумулятора должен гарантировать, что уж 6 километров-то мы точно проедем. Но как оно будет на самом деле, проверим. Итак, поехали. Расскажите, пожалуйста, про этот проект. Москвичи получили новый, альтернативный вид городского транспорта в виде вот таких замечательных электросудов, которыми можно будет пользоваться круглый год. Они имеют ледовый класс лед-20. Это позволяет им ходить в мелкобитом льду толщиной до 20 сантиметров. В маршруте работает 7 судов, а всего по маршруту установлено 6 вот таких причалов. Они разного размера. Есть 10-метровый, есть 16-метровый, как этот.
Нет, ну это просто поразительно. Корабль на электрическом ходу. В следующий раз нужно будет обязательно взять с собой электроскоп и померить мощность этого аппарата. Кто тебя выдумал, Пепела? Электросуда строятся на верфи под Санкт-Петербургом, а причалы в Перми. Итог — это вот такие вот замечательные, красивые электросуда. С одной стороны, они футуристичные, с другой стороны, в таких серо отражающих, блестящих тонах. И, в общем, на реке это смотрится очень красиво. То, что отличает любой электромобиль от обычной машины с ДВС, это резвый старт. Так что полетели! Но нет, не полетели, нет. Это не про валют. Но справедливости ради, скажем, динамика у машины хорошая. Да, это не топовые электромобили, но если сравнивать с одноклассниками по ценовому сегменту, то вполне достойно. Лучше, чем любой китаец подобной категории с бензиновым двигателем. Пройдены первые даже не километры, а метры пути, но мы уже по достоинству оценили еще одну сильную сторону этой машины – невероятный акустический комфорт. Да я слышу, по какому замечательному асфальту мы едем. Спасибо Собянину, иначе бы мы тут все просто оглохли. Я бы оглох. Очевидный вопрос, насколько это экологично и каким образом обеспечивается, собственно, эта забота об окружающей среде. Сами суда на, соответственно, электроходу. Причалы тоже экологичны. Почему? Потому что они плавучие, устанавливаются на бетонных якорях, и таким образом никакого вреда ни причала, ни электросуда, ни воздуху, ни акватории реки вообще не наносят. Движемся красиво. Но не то чтобы очень быстро. Не знаю, на чем передвигается Эдисон, но что-то мне подсказывает, что темп у этого пройдохи совсем другой. Динамично развивающийся район того же сердца столицы получит именно альтернативный способ. Удобно утром выйти из дома, взять кофе, с ноутбуком сесть и уже какие-то заниматься делами уже по пути на работу. И в этом году мы планируем запустить второй маршрут от ЗИЛа до Печатников. Историческая архитектура, море досуга и романтические вечера. Все это ждет гостей культурной столицы, но отнюдь не гарантировано в случае вашего нахождения в ней. Возможно, просто эти шумные группы и ночные клубы не подходят для вашего психотипа. Kafka Travel представляет туры для флегматичных персон. Вас ждут групповые пешеходные маршруты под дождем, уникальная возможность загадать желание на мосту со львами, которое никогда не сбудется, а также запуск бумажных корабликов с посланием потомкам по Неве. Никто не прочтет ваше послание, так как никто никогда не поймет проблем вашей тонкой ранимой натуры, но так уж устроен этот жестокий мир. Присоединяйтесь к турам для флегматичных персон и уже сегодня получите 15% скидку на туры для мизофобов. А вот система рекуперации энергии накладывает свой отпечаток на вождение. В некоторых режимах достаточно просто отпустить педаль газа, как машина начинает ощутимо замедляться. И это нужно учитывать при вождении. Самое интересное, мы не знаем, загораются ли при этом стоп-сигналы или нет. Потому что такое эффективное замедление может оказаться неприятным сюрпризом для водителя сзади. Зато, опять же, благодаря рекуперации энергии, торможение у машины отличное. К тормозам претензий нет. Да и, к слову сказать, к рулевому управлению претензий тоже каких-то высказать лично я не могу. Но рулится нормально. Если при этом нажимать на гашетку, становится немного страшно. Я это сказал вслух.
отдельно еще раз добавлю про динамику, потому что на самом деле это самая сильная сторона этого автомобиля. Динамика здесь очень хорошая. Сейчас мы катились, и в нашем соревновании у меня нет ни малейших сомнений, что победа будет за мной. Но у замечательной динамики есть обратная сторона. Это поведение машины на дороге. Рулится она неплохо. Но при нажатии педали газа в пол траекторию нельзя назвать стабильной. Машина начинает ощутимо гулять. Возможно, дело не в самой лучшей резине. Возможно, нашим инженерам стоит поработать над настройками подвески. Какие комфортные условия продуманы, какие опции для пассажиров? Ну, любой причал оборудован, во-первых, удобными диванчиками зоны ожидания. Очень удобно сделали для этого проекта турникеты. Они внешне такие же, похожи, как в метро, но за счет того, что они сами по себе уже и чуть меньше, соответственно, шире проход, удобнее заходить с колясками, с велосипедами и так далее. Естественно, работает система климат-контроля, то есть летом там прохладно достаточно, зимой будет тепло. На электросудах сделаны тоже достаточно удобные кресла со столиками, то есть есть там даже ниши под стаканчики с кофе, например. Электросуда и причал оборудованы информационными мониторами. Есть адаптивное освещение, так называемое, то есть утром это холодный свет, после обеда это теплое освещение для комфортного передвижения. Ну и, понятно, всякие светильнички, которые тоже создают, добавляют уют. Панорамные окна, когда можно ехать и, в общем-то, любоваться городом с несколько нового ракурса интересного. Еще один нюанс просто поражает воображение. Смотрите, сколько много здесь на руле кнопок. И что вы думаете, ими можно управлять музыкой? Как бы не так. Все эти кнопки — это кнопки управления климат-контролем. Ну, потому что эта тачка — это же настоящая жара! Мы много сказали про недостатки этой машины, потому что мы обещали быть справедливыми. Пришло время поговорить о несомненных плюсах. И, естественно, в случае с электромобилем это экологичность. Ну, конечно, мы все заботимся о нашей матушке-планете, это само собой. Но еще это бесплатные зарядки, бесплатные парковки. Это уже такие плюсы, которые для многих перевешивают любые минусы. Если тебе нужно проехать от офиса до дома 15 километров в день по столичным пробкам, то гораздо лучше сделать это с благостью для природы и немного для кошелька. С зарядками все просто. По Москве уже существует достаточно большая сеть зарядных электростанций. Если вы поедете за город, с этим могут быть проблемы, поэтому лучше планируйте поездку заранее. Запас хода составляет более 380 километров летом. И это важно, потому что когда начнутся холода, расход батарей будет совершенно иным. А сейчас, несмотря на то, что мы уже проехали несколько километров, запас хода, который показывает бортовой компьютер, составляет 382 километра. То есть выше заявленных характеристик. Так что с этим проблем нет. Отдельная история – это возможность использовать Evolute в работе такси. Тогда, конечно, пользоваться бесплатными зарядками будет накладно, хотя бы потому, что на заряд до 100% уходит достаточно много времени. Чтобы заряжаться быстро, лучше использовать прилагающееся к автомобилю зарядное устройство. А еще лучше будет воспользоваться 7-киловаттным wallbox'ом. Он зарядит машину быстро и, в общем-то, недорого. Хотя все будет зависеть от вашего поставщика электроэнергии. В любом случае, на сегодняшний день электричество у нас дешевле бензина. Это факт. Итого, дорога заняла у меня ровно 16 минут. А кораблика с Севой я что-то не вижу. Может быть, он где-то там?
Вот поэтому, Тесла, ты фрик, а я великий ученый. Итак, резюматор. Запись номер 1. Речной электроход. Речной электроход пока не полноценная замена наземному общественному транспорту с точки зрения скоростного перемещения по городу. Пока. Важно учитывать, что проект запущен, но все еще в стадии отладки, и со временем все задержки исчезнут, графики оптимизируются, очереди пропадут. Появятся новые маршруты, и тогда уж берегись, автомобиль. Запись окончена.